Всем привет! В моей ретро-коллекции новое поступление. Американский компьютер Apple II+. Вот он. Два дисковода к нему, соединительные кабели. Ну и чтобы было вставлять в дисководы, купил вот пару дискет с DOS и ProDOS. Это дисковая операционная система для Apple II. Сейчас мы его разберем. Так, уберу дисководы. Вот. Открывается очень просто. Вот сдвигается крышка и все. Она вообще ничем не закреплена. По крайней мере в моем компьютере. Что мы видим внутри? Блок питания, материнская плата и вот этот контроллер дисковода. У меня есть еще пара плат, расширитель памяти на 16 килобайт и интерфейс принтера. Но я их сейчас пока что вынул. Вообще всего на плате расположено 48 килобайт АЗУ встроенной памяти. Вот тут вот у нас блок питания, с ним связана одна интересная история, расскажу чуть позже. Вообще, поскольку компьютер американский, питание ему нужно 110 вольт, поэтому я купил вот такой вот понижающий трансформатор, и компьютер запитан от него. Да, собственно, про историю с блоком питания. Когда я первый раз включил этот компьютер, он отлично работал. Вот. Я там даже набрал какую-то программку на встроенном в Puzzle Basic, которая выводит вот так вот числа. Вот. И она отлично работала 10 минут, все было хорошо. Но в какой-то момент что-то пошло не так, как говорится. Из корпуса компьютера пошел дым. Вот. Когда я разобрал, вот примерно отсюда вот, он шел. Выяснилось, что сгорел конденсатор рифа. Точнее, он вообще взорвался, вот видите. И потом я уже почитал интернет на эту тему, выяснил, что это вообще конденсаторы Рифа, это шведская фирма Рифа. Они печально известны тем, что они со временем взрываются. Проблема в их пластиковом корпусе. Они сделаны из пластика, постепенно появляются микротрещины от времени или от температуры. Туда проникает влага, и в конце концов возникает короткое замыкание, и все это взрывается. Ну, в общем, я купил новый конденсатор и еще пару конденсаторов, которые он там задел, когда горел, опалил их. Вот, они там черненькие такие были. В общем, заменил это все, и теперь компьютер работает без проблем. Надеюсь, что долго будет работать. Еще из интересного в этом компьютере вентилятор. Вот он. Дело в том, что у него свой провод питания, втыкающийся в розетку 110 вольт. То есть, чтобы включить компьютер, надо включать два провода в розетку от компьютера и от вентилятора. Вот. Это, видимо, самодеятельность чья-то, потому что, насколько мне известно, обычно в компьютерах Apple II такого нет. Вообще вентилятора нет. В общем и целом, я бы сказал, что компьютер в отличном косметическом состоянии, как новый. Единственное, что вот тут вот нацарапано какое-то слово, вроде не неприличное, но непонятное. Ну что ж, попробуем собрать компьютер и запустить его. Кстати, я заказал сейчас карточку, в которой в ПЗУ записан ProDOS операционка, и там несколько игрушек. Вот, тоже скоро придет. Сниму, наверное, это видео, так что ждите вторую серию. Так, включаем телевизор. Это монитор новодел современный. И запускаю компьютер. Ну и вот появляется первая проблема с этим компьютером. Во-первых, вот эти цветные полосы вертикальные. Не знаю, что это такое. Подозреваю, что это возможно с видеопамятью. Может быть, какая-то микросхема барахлит. Но вообще возможны варианты. Надо разбираться, в чем может быть дело. Вот. Вторая проблема с дисководом. Вот. Когда включается компьютер, он начинает крутить шпинделем дисковода, загорается лампочка, и он ждет, когда вставит дискету, вот, с которой он должен загружать там операционную систему. Вот я ее вставляю, но у меня ничего не происходит совершенно вообще. То есть никаких ошибок, ничего. Лампочка горит, шпиндель вращается, и никак как бы ничего не происходит. То есть даже головкой он не пытается двигать, чтобы там что-то загрузить.
Значит, что я пробовал делать по этому поводу? Во-первых, прозвонил вот этот кабель интерфейсный шлейф между дисководом и контроллером дисковода. Там все в порядке, все звонится, проблем нету. Далее плата контроллера, которая внутри стоит, да, достал ее, посмотрел, она внешне в идеальном вообще состоянии, никаких повреждений, ни разорванных дорожек, вообще как новая выглядит. Вот. Там все микросхемы стоят на кроватках. Кстати, в этом компьютере вообще все абсолютно микросхемы стоят на кроватках, я такого больше нигде не видел. Вот. В общем, я попробовал вынуть микросхемы из контроллера все и зачистил ножки шкуркой. Правда, мне сказали потом, что это как бы излишне, вряд ли это чему-то может помочь. Вот, вставил обратно, но действительно ничего не поменялось совершенно. Вот, еще попробовал менять слоты, там внутри 8 слотов стоит, в который можно карты расширения вставлять. Вот, попробовал вставлять контроллер дисковода в разные слоты, тоже не помогло, ничего не меняется. Еще было подозрение про блок питания, что, может быть, ему не хватает мощности там двигать головку дисковода, вот, хотя он 250 ватт. Ну, в общем, я замерил при работающем компьютере, превращающемся в шпинделе дисковода, замерил напряжение все на выходе блока питания, там абсолютно все в порядке. То есть не в этом дело. Вот, и наконец пробовал вместо первого подключить второй дисковод, поменять их местами, чтобы исключить проблему именно с дисководом, но опять же ничего не поменялось, со вторым дисководом совершенно такое же поведение. Вот, поэтому я грешу на контроллер дисковода, но тут возможны варианты, мне там на одном форуме Apple-водов, так сказать, накидали всяких идей, в общем, буду это проверять. Вот. Ну а пока что все, что можно сделать с компьютером, это ну, вот выйти из этого режима загрузки в Basic, во встроенный, и понабирать какую-нибудь программку. Вот. Все работает как в старом добром Синклере. Можно прямо на Basic набирать программку. Basic зашит в ПЗУ. Внутри без контактов присутствует. Я вот хотел набрать 10, номер строчки, набрался 100. Вот. Запустим. Вот, функционирует. Вот опять же какие-то цветные буквы, какие-то артефакты, я не знаю, цветные. Вот мне кажется, так не должно быть. Они должны быть одного цвета, по идее. В общем, ждите вторую серию, будет продолжение обязательно. Всем пока.